Настало время призвать маску, которую, оказывается, я сам и придумал. Получилось! Теперь открыть портал. Что? Дамы и господа, наконец-то Лая доверилась мне. Хотя не так. Дамы и господа, не прошло и года, черт возьми, Лая наконец выдала нечто большее, чем бесконечное подозрение в мою сторону. Черт возьми, спасибо! Вот так намного лучше. Но давайте серьезно, напомню, если ранее мы могли только предполагать, то теперь я услышал это опять же от Лаи. Есть кое-что, чего не знает ни один сотрудник. А я считаю, должны знать все. Организация сама решает, каким веткам закончится, и уничтожает их. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы узнали то, что, по всей видимости, не знает ни Малецкий, ни даже Аса. Напомню слова Лаи. Организация сама решает, каким веткам закончится, и уничтожает их. На мой закономерный вопрос: подожди, а ты сама-то откуда об этом узнала? Она отвечает: из надежного источника. Бога ради, Лая, я уже скоро буду думать, что ты выдумываешь эти надежные источники. А также на мой вопрос, почему ты за знание этой информации не в подвале, она отвечает: они не знали, что у меня есть эта информация, я смогла достаточно долго дурить их на проверках. Скажу честно, я хочу верить Лаи, мне кажется, что она ни разу меня не обманывала, но вот именно эта информация какая-то, как бы сказать, мутная. Вот, ну не верю, не до конца. О, и еще кое-что. Ложка задался вопросом про параллельные реальности. Цитирую. Значит ли это, что в каждой реальности существует своя вневременная организация? Это тяжелый вопрос, но мне, как Роме, кажется, что, наверное, все-таки организация везде одинаковая. Я бы даже сказал не одинаковая, а одна и та же. Короче, напомню, у меня тут проблемы с едой случились, у меня больше нет нормально консерв, поэтому придется готовить. Привет, кухня. Начинаем. Рис с грибами. Окей. Спасибо большое. В итоге у меня рис с грибами и вареный рис. Но при этом я уже поел. Так, стоп. Не дает мне покоя эта мысль о параллельных реальностях. Время ведь по сути везде одно, да? Или нет? А что если в параллельных реальностях тоже существуют эти ветки, и там они тоже заканчиваются? Я бы не хотел, чтобы что-то случилось в реальности Джона, да и в любой другой тоже. Может быть, попробовать отыскать отправление в Мисре? Не знаю, правда, что из этого выйдет. Я ведь почти ничего не знаю о том, как работает перемещение между параллельными реальностями. Нужно будет сначала попасть в Миср, а в нынешних условиях это даже не гарантировано. Далее нужно будет призвать маску Междумирца. Здесь, пожалуй, шанс на успех еще ниже. А потом... А потом-то что? Я однозначно не стану отправляться в другую реальность сам. Но! Может ли быть такое, что кто-то из первых ждет меня на другой стороне? Мы ведь создавали отправление как раз для этих целей, да? Если в других реальностях тоже все идет не так, наверняка кто-то должен быть у отправления. Если я прав, я получу ценнейшую информацию. А также, возможно, путь отступления на случай, если тут станет еще хуже. Хотя, куда уж хуже, казалось бы. Но ладно, мироздание каждый раз способно удивлять. Забавно. Я ведь правда прямо сейчас рассуждаю немного как мироходцы в представлении Лаи. Но я не собираюсь сбегать, Лая! Не собираюсь! Я просто пока что хочу проверить, нет ли аварийного выхода у этой реальности. Если уж не будет никакого шанса спасти ее, то я смогу спасти хотя бы себя. Да и еще и Лаю с собой захватить, наверное. Тогда посмотрим, как она меня критиковать будет. Да. Подожди, что? Ты еще даже не знаешь, как работает организация в этих реальностях, а уже думаешь о каком-то плане побега? Зачем? Понятное дело, что организация, учитывая, что я теперь о ней многое знаю, так просто меня не отпустит. Но такую проблему как будто надо с корнем решать. Ладно, в любом случае, давай-ка, наверное, одеваемся. О. Итак,
Сосредоточиться на отправлении. Черт. В голову постоянно лезет мысль Хатентепа. И эта скрюченная фигура на песке. Слишком уж свежие эти жуткие воспоминания. Бррр. Так, давай, Лолошка, сосредоточься. Отправление. 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 О! Подожди, реально? Прямо к порталу? Тому самому? Опа, хорош. Так. Это должен быть такой маленький круглый остров, да? О, нет, это не маленький круглый остров. Далеко не маленький. Все-таки мысль Хатентепа сбил меня с толку. Придется идти пешком. Ой, блин, тут уровень радиации 3. Ай-яй-яй-яй. Подожди, в смысле, а куда мы пришли-то? Не, я как бы понимаю, что тот маленький круглый остров мог превратиться в большой спустя время. Ну ладно, это все еще маленький остров. А вот и оно. О, столько воспоминаний. Даже не верится, что я снова здесь. И еще меньше верится, что возвращаюсь сюда в таких обстоятельствах. Зная, что все мертвы. Или, может быть, даже никогда не существовали. Если так задуматься, их существование было прокручено через мясорубку обратно. Как бы отмотано. Если я, конечно, правильно понимаю Малецкие. Когда так это формулируешь, то даже как-то облегчение наступает, что ли. Хотя бы знаешь, что они не умерли мучительной смертью, не бились в агонии, как Хатентеп, а просто исчезли, даже сами того не заметив. Так, ладно, настало время призвать маску, которую, оказывается, я сам и придумал. Но при этом я этого не помню, как и не помню, как ее призвать, блин. Но у меня же когда-то получалось несколько раз. Давай, Лолошка, и в этот раз получится. Да, ладно, давай. О, привет! Да, Лолошка, давай, у тебя получится. Порви их всех. Ты самый крутой. Ну, после меня, конечно. Спасибо за поддержку, Джон. Обращайся. А еще знаешь, лучше не обращайся. Что? Ай, да ну тебя, Джон. Итак, сосредоточились. Получилось! Да нет, не может быть такого! Получилось! О, и это все в скафандре со скинтонитом! Поверить не могу! Так, ладно. Теперь открыть портал. Ага. Что? Это кто? Не может быть. Вальдхар? Кто? Эй, Вальдхар, это я, Лолошка. Эй, ты что, не узнаешь мой голос? Ну же, Вальдхар, ты помнишь меня? Я тоже первый. Давай, приди немного в себя, пожалуйста. Мы с тобой виделись в последний раз очень-очень давно и одновременно совсем недавно. С нами были Эграса, Гуах, Туэлин, Нардуш. Фалинда тогда не смогла прийти. Ты помнишь, как мы наложили печать на Архей? Возможно, для тебя это была не последняя наша встреча, но... А может быть, ты никогда и не видел меня, и у тебя есть свой Лолошка из вашей реальности. Или свой Джон, или еще кто. Но мне кажется, мое имя все же тебе о чем-то договорит, правда? Ну же, Вальдхар. Лолошка, старый друг. Наконец-то я смог. В моей реальности там ад. Ад? Ты хочешь сказать, тебе в твоей реальности так же плохо, как здесь? Да, оно не прекращает. Тихо, ладно, спокойно, приятель. Ты не обязан сейчас мне все это рассказывать. У меня есть укрытие, и там ты не будешь страдать. Спасение? Да, Вальдхар, спасение. Мне от тебя нужно всего лишь одно последнее усилие. Скорее всего, тебе придется использовать почти всю искру, которая в тебе есть. Ты чувствуешь свою искру, Вальдхар?
Ну же, вспомни. Ты первый. Ты чувствуешь, как твоя искра реагирует на мою? Да. Отлично. Ты сможешь использовать преследование искры? Да. Да, я смогу. Давай, отлично. Ты, главное, не волнуйся. Если у тебя что-то не получится, я вернусь за тобой. Мы что-нибудь придумаем, я не брошу тебя. Да, да. Сейчас я перемещаюсь в укрытие, а ты следуй за мной. Помнишь как? Он... Консека. Отлично. Так. Давай, держись. Осталось совсем чуть-чуть. Обалдеть. То есть, получается, где-то в какой-то одной из реальностей был один первый, кто ждал у отправления. Ой-ой-ой. Вальдхар. Эй, Вальдхар. Ты меня слышишь? Тебе лучше? Ну же, давай, давай. Здесь уже не должно быть так больно. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Может быть, мне нужно снять скафандр? Если ты увидишь мое лицо... Да... О, черт. О, так тебе самому хреново от этих перемещений. А, сейчас, да, точно. Нагрудник снимаем. О, черт, бедняга. Наверное, у него болевой шок и полная перегрузка организма. Он еще долго будет восстанавливаться после такого. Но теперь он хотя бы в безопасности. Надеюсь, что он еще не потерян так, как был потерян Спенсер. Нужно обеспечить ему какие-то приличные условия для отдыха и восстановления. А то у меня даже кровать всего лишь одна. Задание клиника реабилитации доктора Лолошки обновлено. Пипец! Подожди, стоп! То есть в итоге в бесконечно большом количестве параллельных реальностей был один Вальдхар, который действительно был у отправления. Но при этом знаете, о чем мы можем подумать? Получается, время, которое умирает здесь, параллельно умирает и там тоже. То есть, а как это работает? Ну ладно, слово параллельная реальность о чем-то договорит. Знаете, вот параллельные — это когда они вот идут рядом друг с другом, параллельно друг другу. Простите за такое тупое объяснение, но вы поняли. То есть, получается, идея Лолошки про отступление по итогу не сработает. Если вы не поняли, то давайте немножко поясню. Вот у нас есть время, и когда умирает временная ветка, эта временная ветка погибает во всех реальностях сразу. Как бы она ни шла везде и всюду, время-то одно. И почему я говорю, что время одно? Потому что даже в сезоне «Последняя реальность» и после «В сердце вселенной» мы понимаем, время действительно течет как бы... по одной линии. Если бы оно не текло по одной линии, то тогда из сезона «Последняя реальность» в мою вселенную меня не вытянули бы, не спасли бы. Если говорить еще проще, то уничтожая одну временную ветку, организация уничтожает даже те, которые вообще никаким образом не заслуживают ее смерти. То есть из-за какого-то одного таракана погибает вселенная. Но это так, метафорически. Клиника реабилитации доктора Лолошки. Улучшить медицинский модуль, накормить Вальдхара, найти лекарство, чтобы ускорить восстановление. Ко мне переместился из параллельной реальности один из первых. Человек по имени Вальдхар. Я его почти не знаю, но хорошо знал когда-то. Кажется, в его реальности, а может быть и не только в его, а во многих параллельных реальностях, тоже произошел конец времени. Теперь он в безопасности, но я должен помочь ему восстановиться. О, блин. Сейчас, так, как? Медицинский модуль улучшить? Мне бы самому, наверное, сначала полечиться. А, как же сложно. Давай восстановим. О, хорошо. А, только погоди, у меня тьма никуда не исчезла. Ё-моё! Я, походу, понял, это от искры зависит. Да, мне нужно как-то искру восстановить. Блин, Вальд, сейчас, погоди, короче, да, я не отвлекаюсь. Материал, медицинский модуль. О, господи, что это? Фабричный блок, точечная ржавая пластина. О май гад, нужно железо, сейчас все будет. Железо у меня, благо, полным-полно. У меня, кстати, немного еды есть. Давай-ка, наверное, сохраним. Так вот, поедим. И все остальные запасы будут прям на самый черный день. А моя предыдущая еда уже сгнила. Понятно.
Замечательно. Компактная медицинская лаборатория, позволяющая оказывать большинство видов помощи. Собрано. Улучшаем. И никакой катсцены при этом, да? Просто улучшили. Окей, сейчас пойдем тогда быстренько проверим, как это работает. Ты правда улучшилась? Батюшки, нифига себе. Это... Что? Тренировка завершена. Что? Какая еще к черту тренировка? Что я сделал? А, мне дали опыт! Да ладно! То есть все это время я мог вот так делать. Стоп, что это? А, во, Вальдхар. Отнести на кровать. Давай. Задание клиника реабилит. Может быть, мне бы, конечно, самому сейчас не помешало яйцо, но Вальдхару оно явно нужнее. Попробую покормить его. Вдруг ему немного полегчает. О, кстати, точно! У тебя же яйцо есть. А, так, ладно, как? Вот, скормить яйцо. О. Угу, хорошо. Вальдхар в безопасности и накормлен. Кажется, энергия искры идет ему на пользу. Но нужно еще больше. Где же мне взять-то ее? Она у меня у самого в недостатке. Может быть, есть какие-то другие способы помочь ему? Так, да, надо сходить к Лае и посоветоваться. Вдруг она что-то знает. Надеюсь, она в карманном, пожалуйста. Сейчас, окей, я понял, да. Вот единственное, что мне бы тоже как-то это покушать. Эй, гусыня, привет. Слушай, я бы хотела тебе еще одно яйцо получить, пожалуйста. Вот, держи, кушай. Пожалуйста. Гусю вкусно, это хорошо. Искрящееся яйцо, так, мы обязательно кушаем. Стало получше. Что такое? Что ты ко мне подбежал? Подбежала, в смысле. Еще кушать? Нет, больше не хочешь. Но все, тьма исчезла. Фух! Господи, я уже так задолбался с этой тьмой, правда. Эй, гуси-гуси га-га-га. Иди сюда. Как она понимает, когда нужно прибежать ко мне, а когда нет? Когда просто сама захочет? Ладно, короче, мне, да, опять же, лая. Берем скафандр, надеваем. Тут же прописываем прунус. Опа. А вот и ты. Я тут как раз заканчиваю твой глушитель, как и обещала. Ого. Спасибо большое, Лая. Это ты быстро. Знаешь, я элементарную антенну, кажется, недели 3 собирал. Видимо, недели 3 это долго, да? Я удивлена и не удивлена одновременно. Так, короче, дай мне буквально сантиметр. Это время такое, да? Все, готово. Держи. Глушитель. Не волнуйся, радиус действия у него приличный. На твой бункер точно хватит. Лая, еще раз тебе спасибо большое. Ой, да ладно тебе. Он правда кстати. А вообще, знаешь, у меня к тебе очень срочное дело. Так, хорошо, выкладывай. Я тут, видишь ли, задался одним вопросом. Он очень важный, но мы его с тобой потом обсудим. Ну ладно. Скажем так, мне на голову свалился знакомый, который пострадал от времени. Так, продолжай. Я его отнес в бункер, но он все еще в отключке. Энергия искры, кажется, помогает ему восстанавливаться, но мне взять-то ее особо неоткуда. Я сам еле справляюсь. То есть не справляешься? Почему? Но это потом, возможно, расскажу. Так вот, я бы просто хотел спросить, нельзя ли как-то иначе ему помочь, без использования искры? Ну и вопросики ты задаешь. Я бы предпочла начать разговор с «Откуда ты в мертвой ветке находишь постоянно живых?» Но... Нет. Не думаю, что есть какие-то варианты, кроме подпитки искры. Если бы я знала, как помочь выжившим, Лолошка, я бы давно уже этим занималась. Повезло, что твой друг мироходец. Как раз энергия искры ускорит его регенерацию и поможет телу и психике быстрее восстановиться. Но... я не уверена, что после нахождения в концентрированном времени вообще можно восстановиться. Ага, ладно. Я понял тебя, Лая, спасибо. Но как же в итоге быть-то? Где вообще можно взять энергию искры, если в этой ветке не осталось ни скинта, ни мироходцев? Подожди. А что если... Что такое? Ты придумал что-то? Кажется, да, я придумал. Нет, подожди. Ответь сразу, это безопасно? Знаешь, не более опасно, чем ходить по архиву в скафандре, думаю. Не переживай, Лая. Но я все позже тебе расскажу, позже. Мне срочно нужно проверить одну штуковину. Да нет же, Лолошка, какую штуковину? Нет времени объяснять, Лая, прости. Малус.
Что? Что? Подожди. Итак, а теперь серьезно. Может ли быть такое, что в Архее где-то остался Скинт? Хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь его следы. Я ведь особо за пределы Силанхвата и не выходил. Да и смысла не было. Я понятия не имею, где искать. Но если хоть где-то остался Скинт, он может сработать как канал силы. Почему я раньше об этом не подумал? Привык, видимо, что Джон рядом. Ну же, давай. Хоть что-нибудь. Хотя бы одна последняя крупинка. Ого! Блин, нифига, Лолошка начал прям так серьезно пользоваться своей искрой. Мне нравится. Что? Серьезно? Да ладно, неужели получилось? Черт, да, сегодня мой день. Правда, если не считать постоянного головокружения и падения силы искры. Так, ладно, где это я? А главное, где тот Скинт, с которым мне удалось связаться? Блин, это так прикольно! В этом сезоне Лолошка начал использовать свои силы. Это реально первый сезон, где он, делает это не по наставлению кого-то, а потому что сам захотел. Да, единственное, что жалко, мы даже сбежать никуда не можем, по сути. Как мы уже поняли, нельзя сбежать даже в параллельную реальность. Так, ладно, Скинт. Мы связались со Скинтом, следовательно... Фига себе, что тут есть? Да погоди. А я, наверное, все это возьму. Че это? Здесь ничего. Какая-то крепость, в которой я ни разу не бывал. Коричневый краситель. Неинтересно. Нет. Наверное, незерский нарост заберем. И в итоге... Куда мне? Коренье скинтовика ложного. Подожди. То есть Лолошка подумал о Скинте, а его искра направила на это? Блин, реально. Сейчас, погоди. Давай-ка, наверное, мы возьмем это. Бутылочка воды не надо. Возьмем все вот эти 3 бутылька. Выращен в огороде. Неприятно пахнет. Выращено в саду. Это не то? Подожди, если Лолошка это не комментирует, значит это не то. Я-то думал что это оно. Мне нужен ключ или отмычка. Стоп. Это сейф? Сейф. А вот это уже интересно. Не зря мне говорят всегда по сюжету носи отмычки. Не зря я их ношу, как говорится. Сейчас. Ну-ка, смотрим. И это... Опа. Пламя искры. Бутылированная кровь первой матери. Содержит концентрированную силу искры. Чего? Подожди, откуда? Кто здесь был? Что? Пламя искры? Этот подвал. Со всеми этими ингредиентами, название которых мне как будто знакомо. Судя по спёртости воздуха и продолжительности головокружения, я где-то очень глубоко под землей. А названия всех этих трав и запасы крови первой матери говорят только о том, что... принадлежать это место может только одному существу. Только одному эльфу. Так, ладно. А выбираться-то как отсюда буду? Если я прав, я наверняка под сотнями слоев культурного слоя. Мне тут до поверхности не докопаться никак. Удивительно, что этот подвал вообще не обвалился. Какие же прочные у эльфов поместья. А в бункере-то у меня при этом нет ни Скинта, ни пламени искры. Черт, какой же я все-таки дурак. Видимо, единственный вариант это... да, точно! Перемещусь в другой мир, а затем в бункер. Черт, как же жаль, что путеводных скинтов не осталось. А ну-ка. Не совсем понял, как ты хочешь это сделать. То есть ты перемещаешься... например, в Мисар. Окей, допустим, в Мисар. А потом сразу в бункер! Слушай, гений! Черт! Черт! Да ладно, не кусайся! Сейчас я тебя покормлю! Да, один разок было, не съел же я тебя в конце концов! Ну, хватит! Да сейчас! Бога ради! Можешь чуть пониже щипаться! Ай, блин! Черт, да ладно! Ай! Гусыня! Сейчас покормлю, подожди! Какая неугомонная! Да блин! Стой! Ай-яй! Сейчас, вот, на, кушай! Звук, который издал гусь, наверняка означает спасибо. Писец ты, конечно...
бешеная! Ну хотя бы за яйцо спасибо! О, пипец! Все меня сегодня пытается убить. Но, блин, как же мне нравится, как Лолошка начал использовать свою искру. Проблема только в том, что... Смотрите, какая у меня искра! Это жесть! Это полная жопа! Сейчас обязательно нужно все это зарядить. Замечательно. И, кстати, глушитель прослушки. А как его использовать, интересно? Мне его надо куда-то прицепить? Так, может быть, какая-то интеракция? Глушитель... Здесь интеракции никакой. Ну, мне же не просто так его выдали, правильно? Какая жопа у меня с искрой, реально! Это Что это? Поставить глушитель, как раз! Черт, как же мне плохо! Сейчас, кажется, любое малейшее использование искры убьет меня. Похоже, придется одну баночку пламени потратить на себя. Ладно, да, хорошая идея. Теперь мне гораздо лучше. Вау! Это очень дорогая штуковина. Бутылированная кровь первой матери. Подожди, а когда Лолошка сказал вот эту фразу? Сейчас найду. Название всех этих трав и запасы крови первой матери говорят о том, что принадлежать это место может только одному существу. Только одному эльфу. Кому? Блин, я не понял. Честно, я не понял. Вы поняли? Ладно, я в итоге выпил и стало... сильно лучше. Эй, Вальдхар. Да, вот смотри, дать кровь первой матери. Держи. Лолошка, это ты? Что я... Тихо, подожди. Давай еще немного лекарства примем. Еще? Ладно, вот, держи. Ой, он прям порозовел. Лолошка, спасибо тебе. Да, Вальдхар, теперь ты в полной безопасности. Тебе больше не придется мучиться. Как хорошо. Не знаю, правда, насчет окончания мучений. Я видел столько страданий. Адских, невыносимых, вечных страданий. Я даже не знаю, смогу ли забыть это. Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что в твоей реальности ты не единственный выживший? Нет, не единственный. Хотя лучше бы был единственным. Поподробнее, Вальдхар. Никто не приходил в твою реальность, чтобы добить этих выживших? Лолошка, это было бы настоящим избавлением. Но нет, никто не приходил. То есть ты никогда не слышал об организации? Какой еще организации? Тут как будто слов не хватает. Обычно же организация такая-то или организация того-то. Но чтобы просто организация... Нет, такое слышу впервые. Черт. Опять. Больно. Будто бы я родился и умер. Ой, сейчас тебе искра. Слушай, Вальдхар, мне очень жаль, что тебе пришлось через такое пройти. Давай, отдыхай пока. И если что, прости, я больше не буду тебя беспокоить. Потом поговорим, да? Алло. Как же давно я не произносил твоего имени, черт возьми. Ты погоди, вот я ща... Да, само собой. Давай, отдыхай уже. Задание выполнено. Так, подожди. Никто не приходил? Получается, ты никогда не слышал об организации. Не, ну почему не слышал, Вальдхар, это в целом понятно, потому что они скрытные. Но то, что никто не приходил и не добивал... Помните, в предыдущей серии Лолошка сказал кое-какую фразу? Или эта организация, это какая-то аномалия. Они разрушают время в этой реальности, но при этом разрушение времени затрагивает все параллельные реальности с этой же временной линией. Блин, а как? И при этом там их не существует, или что? Короче, это очень интересные вопросы. Правда, пока что сейчас, если мы будем думать об этом и выстраивать какие-то теории, скорее запутаемся. Тем временем у меня остается последнее пламя искры, и его надо по-любому использовать с умом. С каждым разом нам все больше говорят об этой организации, нам все больше понятна суть этой организации. И одновременно с этим не совсем ясно, как она работает. Истинную суть данной конторки мы явно поймем только если дотянемся до высших чинов. Потому что ни Малецкие, ни Аса, ни какая-нибудь Луиза, они явно не шарят до конца, зачем они работают на эту организацию. Да, они верят в идеологию, но идеологии тут явно недостаточно. Есть какой-то более глубинный смысл. И уже об этом глубинном смысле мы будем думать чуть дальше. Как-то это все-таки связано и с параллельными реальностями тоже.
Хотя организации там при этом нет. Как говорится, поживем, увидим. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Ваша поддержка — это лучший буст мотивации. Спасибо большое. Не, ну я правда надеюсь, что вы не пропустили это мимо ушей. А с вами были Лоу-Ложка и еще один первый по имени Вальдхар и последнее пламя Искры. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.